Мы, космические путешественники, как никто другой, знаем, насколько разнообразен и прекрасен космос. Но еще на Земле сталкиваемся с его многочисленными угрозами. Небесные силы постоянно пытаются разбомбить планету каменными снарядами, утопить в смертельном излучении. А недавно выяснилось, что некий светящийся меч, как у джедаев фантастической эпопеи «Звездные войны», направлен в самое сердце Земли. На самом деле это сверхмассивная черная дыра, которая по массе в 30 миллиардов раз больше Солнца выбрасывает излучение почти со скоростью света. Ее огромные джеты летят в нашу сторону. Правда, логово монстра находится очень далеко, в 456 миллионах световых лет от нас. Еще вопрос, дотянется ли он до Земли. Давайте выступим в роли космических разведчиков и постараемся в этом разобраться. А заодно посмотрим, какие еще опасности для нашей планеты скрываются в небе и насколько они серьезны. Катастрофа может начаться в любой момент. Ее спровоцируют не какие-то таинственные силы из глубин космоса. Больше всего нам грозят обычные камни, которые часто летают мимо Земли. Недавно по соседству с планетой на огромной скорости 28 260 км в час пролетела целая гора. Астероид 2024 ОН длиной 88 метров. Причем он прошел всего в 7,4 миллиона километрах от Земли, ближе, чем вращаются некоторые искусственные спутники. Такие глыбы трудно увидеть в небе, поскольку они мало отражают солнечный свет. Их можно сравнить с бомбами-невидимками, которые блуждают по пространству. И однажды одна из таких мощных штучек с безумной силой способна врезаться в планету. Результаты могут оказаться катастрофическими. Все слышали, что динозавров, скорее всего, не стало именно из-за удара астероида по Земле. Это не единственный случай. В истории нашей планеты метеориты и астероиды устраивали и более жестокие, хотя порой великолепные события. Вот одно из них, которое уходит корнями в наше далекое прошлое. Оно началось с того, что астрофизики заметили среди планет Солнечной системы некоторое несоответствие. Все крупные объекты имеют кольца, и есть предположение, что такая же структура когда-то окружала Марс. В связи с этим у ученых возник вопрос, было ли в прошлом кольцо и у Земли? Международная команда исследователей обратила внимание на так называемый Ордовикский ударный всплеск. Есть сведения, что 466 миллионов лет назад, примерно к середине Ордовикского периода, очень много метеоритов падало на Землю. В общей сложности на данный момент идентифицирован 21 кратер, связанный с той эпохой. Команда исследователей из Австралии и США пришла к выводу, что без колец здесь не обошлось. В Ордовикском периоде, по их гипотезе, Земля обладала великолепным поясом, напоминавшим кольца Сатурна. Причиной этому мог стать захваченный гравитацией нашей планеты объект, который опустился ниже орбит современных геостационарных спутников. Он разрушился, окружив кольцом из обломков и пыли нашу планету. Вещество из этого пояса постепенно выпало на Землю, образовав цепочки небольших кратеров. В тот период была заблокирована часть солнечного света, что привело к снижению температуры на планете. Началось одно из самых мощных за последние полмиллиарда лет оледенений. Такое изменение климата привело к ордовикско-силурийскому вымиранию. В результате исчезли до 85% всех видов морских животных. К слову, тогда у Сатурна еще не было его знаменитых колец. Последние исследования говорят, что их возраст не превышает 400 миллионов лет. Но вернемся к современным небесным скалам, опасным для Земли. Среди самых ярких примеров можно назвать случаи в Челябинске, на юго-востоке России. В феврале 2013 года огромный астероид ослепительным огненным шаром пронесся по зимнему небу, а затем взорвался на высоте около 30 километров. Ударная волна высвободила примерно в 10 раз больше энергии атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Она массово выбила окна, сорвала крыши с домов. Ранения получили более 1400 человек. И это еще повезло. Если бы астероид размером с теннисный корт прошел под другим углом, масштабной катастрофы было не избежать. Впрочем, мы уже привыкли к таким мрачным прогнозам.
От каких только астероидов не прогнозировали смертельную угрозу. Нам обещали удары от скал размером с автобус, жирафа, похожих на жуткий череп или чудовищный арахис. И что же? Все объекты пронеслись мимо, не причинив нашему миру никакого вреда. Но ученые предупреждают, что однажды это может случиться. Устроить настоящий Армагеддон способны астероиды размером с футбольное поле, которые прилетают примерно раз в 2000 лет. Огромный временной период, однако он не исключает того, что какой-то гигант решит заскочить к нам на огонек прямо сейчас, когда вы смотрите это видео. Конечно, сотни обсерваторий отслеживают движение астероидов вблизи от Земли, однако здесь не все так просто. Недавно ученым удалось обнаружить странный класс космических камней, известный как темные кометы. Они обладают свойствами астероидов и комет одновременно. Такие небесные тела уже в возрасте и потеряли большую часть своих летучих веществ. Темные кометы не образуют яркие хвосты, и их очень трудно засечь в космосе. Согласно новому исследованию, невидимки могут представлять большую угрозу для Земли, чем считалось ранее. Например, они способны целым роем незаметно подобраться к планете. Если же брать прогнозы об астероидах, то в скором времени нам грозит Апофис, знаменитая небесная скала в виде арахиса, длиной 340 метров. Впервые Апофис обнаружили 20 лет назад и предположили, что в 2029 году он может пройти примерно в 32 тысячах километрах от нас. Это ближе, чем орбита некоторых искусственных спутников, и не исключено, что небесный камень даже зацепит планету. Неудивительно, что он считается опасным для Земли, и если астероид окажется агрессивным, первой на защиту встанет сама наша планета. По крайней мере, так предполагают ученые из университета Джона Хопкинса в США. Земля, по их мнению, начнет изо всех сил трясти астероид, крутить его и вертеть во все стороны. Но как это возможно? Известно, что поверхность астероидов постоянно бомбардируют метеориты и оставляют следы на их поверхности. Однако таких изменений ученые не замечают на тех небесных скалах, которые сближаются с планетами. Авторы исследования считают это результатом воздействия гравитации Земли. Моделирование показало, что при максимальном сближении с планетой внутри астероида начинаются землетрясения. Предполагается, что такие встряски могут серьезно изменить поверхность астероида, и некоторые камни с его поверхности будут выброшены в космос. К тому же гравитация Земли изменит схему вращения незваного гостя. Он либо начнет тормозить, либо хаотично кувыркаться в небе. Исследование показало, что эти процессы могут привести к дестабилизации горных пород на его поверхности, что приведет к появлению оползней. Однако мы знаем, что иногда планеты пропускают удары, как в том же случае с астероидом во времена динозавров. Так что лучше не подпускать опасные астероиды к Земле, и ученые принимают соответствующие меры. Прежде всего, их передвижение отслеживают многочисленные обсерватории на Земле. Кроме того, с недавнего времени на орбите охотой занимается широкий инфракрасный обзорный телескоп WISE. Между тем, другие исследователи разрабатывают методы защиты от астероидов. Предлагается изменить траекторию космической скалы с помощью лазера, зеркал, солнечного паруса и другими методами. И уже ведутся разработки в этом направлении. Хотя самым эффективным ученые считают все же кинетический удар. Недавно прошло первое испытание подобного проекта. Космический аппарат НАСА DART пошел на таран астероида Диморф диаметром 170 метров и изменил его орбиту. Ну а мы тем временем, согласитесь, опасности от астероидов как-то не придаем значения. И смотрим вверх, совсем не думая о том, что в любой момент с неба нас может ударить камнем по голове. Есть и еще одна космическая опасность, которая в каком-то смысле для нас обыденна. Она исходит от солнечных лучей, которые согревают и освещают нашу планету. Но если излучения слишком много, то все меняется. Сейчас Солнце находится на пике активности в рамках 11-летнего цикла. Звезда строчит в небо вспышками, как из пулемета, выпуская их одну за другой. В качестве оружия для таких ударов Солнце использует свои крупные темные пятна, корональные дыры. Периодически под действием магнитного поля происходит их неожиданное сжатие. В результате формируется плазменный жгут или лента.
длиной в десятки или сотни тысяч километров. Он может нагреться до температуры 10 миллионов кельвинов и вызвать взрыв. Тогда плазма отрывается от звезды, а затем разлетается по космосу со скоростью до 1000 километров в секунду. Если такой заряд достигает Земли, то зачастую пробивает ее магнитное поле и, плотным потоком хлынув на планету, может принести много бед. Такое уже было в прошлом. Недавно ученые выяснили, что ужасный удар был нанесен 14 тысяч лет назад. Этот случай назвали событие Мияки. Эксперты оценивают бурю как беспрецедентную в истории Земли. Древний апокалипсис, вероятно, достиг немыслимой силы. Длился очень долго и нанес нашему миру серьезный ущерб. Не менее опасным считается событие Керрингтона. В 1859 году британский астроном Ричард Керрингтон наблюдал за гигантской вспышкой на Солнце, а через 18 часов на Землю обрушилась бешеная геомагнитная буря. Во всей Европе и Северной Америке отказал телеграф. От сильного напряжения сгорело немало телеграфных столбов. Согласно наблюдениям за Солнцем, буря уровня Керрингтона почти наверняка произойдет в течение столетия. И тогда нам придется очень тяжело, ведь мы во многом зависим от электричества. Космический шторм может добраться даже до глубин океана, разрушив подводные кабели онлайн-связи. Это приведет к глобальному интернет-апокалипсису, который продлится минимум несколько месяцев. Ущерб мировой экономике может составить триллионы долларов. Но отсутствие света покажется не таким уж важным по сравнению с невероятными засухами, наводнениями, землетрясениями, цунами. Некоторые ученые связывают самые сильные удары стихии с солнечными бурями. Так, максимальная частота землетрясений фиксируется в периоды высокой солнечной активности. Чтобы смягчить гибельные последствия солнечных штормов, конечно, нужно своевременно о них узнавать. Сейчас нашу звезду изучают несколько космических аппаратов, в том числе солнечная гелиосферная обсерватория, обсерватория солнечной динамики. Также в 2020 году НАСА и Европейское космическое агентство отправили к светилу зонд Solar Orbit. Данные этих космических аппаратов могут вовремя извещать нас об экстремальных событиях на Солнце. Вероятно, тогда солнечный максимум действительно будет нам не страшен, просто порадует особо прекрасными полярными сияниями. И вообще солнечные вспышки вряд ли уничтожат жизнь на планете или саму Землю. Наше светило нанесет смертельный удар намного позже, в конце своей жизни, а сейчас оно находится в середине небесного пути. Солнце сформировалось примерно 4,6 миллиарда лет назад, за 50-60 миллионов лет до того, как образовалась Земля. В последние 4,57 миллиарда лет внутри Солнца с помощью термоядерной реакции водород превращается в гелий. Кроме изменения свойств вещества, этот процесс приводил к образованию огромного количества энергии. Как известно, каждую секунду 600 миллионов тонн вещества внутри звезды преобразуется в солнечное излучение. Естественно, этот процесс не может продолжаться вечно, так как он привязан к количеству водорода. С течением времени все большая и большая часть его превращается в гелий, ядро уменьшается, а давление внутри него увеличивается. Это приводит к повышению скорости синтеза водорода. Сейчас за счет данного процесса светимость звезды возрастает на 1% каждые 100 миллионов лет. За последние 4,5 миллиарда лет Солнце стало сиять в небе на 30% сильнее. Примерно через 1,1 миллиарда лет светило окажется еще на 10% ярче, чем сегодня. Значит, станет больше тепловой энергии на Земле, которую поглощает атмосфера. В результате возникнет безумно сильный парниковый эффект, очень похожий на тот, что астрономы наблюдают на Венере. Через 3,5 миллиарда лет Солнце станет на 40% ярче, после чего наша планета перестанет из космоса выглядеть как прекрасный голубой шар. На ней испарятся все океаны, растают ледяные шапки, а водяные пары из атмосферы будут выброшены в космическое пространство. Земля превратится в ужасный обугленный мир. В таких условиях жизнь, какой мы ее знаем, перестанет существовать в любом месте на поверхности. Затем, примерно 5 миллиардов лет от настоящего времени,
Солнце перейдет в стадию красного гиганта и начнет стремительно увеличиваться в размерах. В этот период масса звезды будет составлять всего 67% от современной, а радиус окажется в 256 раз больше, чем сейчас. В новом исследовании ученые установили, что тогда произойдет с планетами Солнечной системы. Параллельно с расширением Солнца, орбита Земли и других близких к светилу миров тоже должны измениться. Когда звезда достигнет самой поздней стадии эволюции, она потеряет огромное количество своей массы. Вещество сдуют мощные звездные ветра от излучения светила. Такие бури растянут орбиты планет. То есть Земля, двигаясь по спирали, попытается держаться подальше от надвигающейся на нее звезды. Но ничего не выйдет. Солнце будет расширяться быстрее, и наш мир не успеет спастись. Меркурий, Венеру и Землю светило просто поглотит одну за другой. К тому времени, как мы говорили, на нашей планете уже не будет людей. Чтобы сохранить свой вид, человечеству придется переселиться в чужую звездную систему. Хотя в этом апокалипсисе у нашего мира все же остается шанс выжить. Как считают исследователи Калифорнийского университета, после открытия системы белых карликов на расстоянии 4200 световых лет от Земли, ряд данных указывает, что там есть планета в 1,9 раз массивнее нашей. Она находится в 2 астрономических единицах от своей звезды. Экзопланета выстояла, когда ее светило проходило стадию красного гиганта и сбрасывала свои внешние слои в пространство. До превращения белого карлика звезда, о которой идет речь, была примерно вдвое массивнее Солнца, а планета, похожая на Землю, как и наша, вращалась на расстоянии 1 астрономической единицы от родительского светила. Затем встряска пространства во время превращения звезды в красного гиганта отбросила планету дальше от своего Солнца, и, что важно, далекая сестра Земли осталась невредимой. Этот сценарий представляет оптимистический вариант будущего Земли, когда подобные условия эволюция Солнца создаст в нашей системе. Возможно, красный гигант далеко отшвырнет от себя Землю, и она сохранится. Но резкое изменение места жительства наверняка изменит планету. Подходящие условия для живых существ на ней все же исчезнут. Конечно, если только человечество не сможет к тому времени защитить Землю. Понадобится сохранить ее атмосферу, магнитное поле и все другие параметры, необходимые для существования живых существ. В далеком будущем нас ожидает еще одна угроза, причем от ближайшего соседа. И это настоящий вестерн с бегством, преследованиями, опасными трюками, которые для одной из сторон закончатся трагически. К сожалению, скорее всего, в этой схватке проиграет наш мир. От кого бы вы думали, мы потерпим поражение? Отгадать непросто. В этом замешано небесное тело, которое мы считаем верным сподвижником Земли. Наш спутник, Луна, готовит побег от Земли прямо сейчас. Глядя в ночное небо, вы никогда не подумаете, что Луна медленно удаляется от Земли. Но это уже научный факт, который удалось объяснить. Механизм данного процесса связан с тем, что наша планета вращается вокруг своей оси быстрее, чем Луна обходит Землю. Огромная сила тяжести водоемов планеты ускоряет вращение спутника, а он, в свою очередь, притягивает наш мир к себе и замедляет его вращение. Так происходит в течение 3,5–4 миллиардов лет, с тех пор, как на Земле сформировались океаны. Профессор Стивен Мейерс из университета Висконсин-Мэдисон сравнил Землю с вращающимся фигуристом. Он быстро кружится вокруг себя, а затем вытягивает руки, что можно сопоставить с притяжением океанов к Луне, и замедляется. Наш спутник подобные пируэты заставляют двигаться по более широкой орбите, удаляясь от Земли. Быстроту этого бегства удалось точно измерить с помощью отражателей, установленных на поверхности Луны. Она удаляется от нас на 3,8 см в год. Процесс продолжится до тех пор, пока Луна, которая в настоящее время находится на расстоянии 384 400 километров от Земли, не уйдет на 560 тысяч километров. По мере удаления спутника дни на нашей планете будут становиться длиннее.
Правда, это очень медленный процесс. Где-то через 200 миллионов лет земные сутки станут длиться 25 часов. Но дальше больше. Через миллиард лет сутки составят сотни часов. И это приведет к ужасным последствиям. Ночью температура заморозит всех насмерть. В течение дня никто не сможет выносить жару. На побережье будут очень сильные ветры со скоростью 200 км в час. На планете не останется живых существ, кроме самых устойчивых бактерий и червей. Со временем вращение Земли стабилизируется, сутки будут длиться 1152 часа. Тогда вообще никакая жизнь на планете существовать не сможет. Как ученым удалось об этом узнать? Удивительно, но первую подсказку дала сама Земля. Исследователи сосредоточились на изучении слоистых отложений возрастом 2,5 миллиарда лет, которые располагаются в Австралии. Они представляют собой череду слоев железа и металлов. Когда-то эти породы в огромных количествах откладывались на дне океана, а теперь встречаются в самых старых слоях земной коры. Узоры в этих породах указывают на небольшие периодические сдвиги земной орбиты. Подобные изменения оказывают сильное влияние на наш климат в течение длительных отрезков времени. Они объясняют периодическое озеленение Сахары и низкий уровень кислорода в глубинах океанов Земли. Ученые пришли к выводу, что тогда спутник находился примерно на 60 тысяч километров ближе к Земле. Это огромное расстояние, которое примерно в 1,5 раза больше окружности Земли. Близость планеты и Луны делала продолжительность дня намного короче, примерно 17 часов вместо нынешних 24. Если Луна пытается улизнуть подальше от Земли, то другие небесные тела, наоборот, могут неожиданно пожаловать к нам в гости, причем без всякого предупреждения. Откуда они возьмутся на нашу голову, нам известно, что Солнечная система находится в идеальном балансе. Все планеты в космическом танце вокруг звезды знают свои места, и ни одна не решится просто так покинуть свою орбиту. Подобным образом, как можно предположить, протекает жизнь в других звездных системах. Но на деле все не так. Вселенная полна сюрпризов. По ней блуждают планеты, звезды и даже черные дыры. Вот они и могут проложить через Солнечную систему свой маршрут. Нас нельзя, конечно, назвать негостеприимными, но от такого визита как-то становится не по себе. Что он принесет? Взболтает планетную систему как сырое яйцо? Убьет Землю? Или небесный гость просто проскользнет сквозь Солнечную систему без каких-либо серьезных последствий для нас и отправится дальше? Давайте сначала попытаемся выяснить это на примере планет. Их больше всего среди небесных бродяг. Они формируются, как и обычные, в облаке вокруг молодых звезд. Это не только планетарный роддом, но и опасное поле битвы, где протопланеты сражаются за доступную материю. Во время борьбы они порой сталкиваются друг с другом или слишком сближаются орбитами. Побеждает, конечно, сильнейший. Большие объекты способны вытолкнуть более маленьких и слабых соперников прочь из системы. Взрослые миры тоже не находятся в полной безопасности. Они могут отправиться в свободное плавание в результате взаимодействия между небесными телами в своих звездных системах, особенно в двойных. Как вы думаете, сколько таких изгоев скитается по небу? Десятки, сотни или даже тысячи? Сядьте поудобнее, чтобы от удивления не упасть с кресла. В небе неисчислимое количество планет-скиталец. Ученые выяснили, что изгои могут быть в 6 раз более распространены, чем те объекты, что вращаются вокруг звезд. Еще более ошеломляет прогноз НАСА. Эксперты космического агентства считают, что блуждающих планет в нашей галактике примерно 1 триллион. И вполне логичным будет предположить, что в Солнечной системе рано или поздно появится одна из странниц. Что говорят ученые по этому поводу? Пока они подозревают в межзвездном происхождении лишь 2 небесных тела, которые побывали в нашем мире. Это комета 2И Борисова и объект Оumuamua. И то второй из них находится под большим вопросом. Существуют многочисленные аргументы за и против межзвездной биографии Оumuamua.
Ученые надеются лучше с этим разобраться благодаря телескопам будущего. Среди них обсерватория имени Веры Рубин, которая вскоре начнет работу. Считается, что новый телескоп позволит найти на краю Солнечной системы миллионы неизвестных объектов, прилетевших от других звезд. И, возможно, тогда мы узнаем, не скрывается ли на окраинах нашего мира какая-нибудь планета-изгой, пока ученые строят предположения, какой она может быть и где находится. Несколько десятилетий существует гипотеза о планете Нибиру, которая должна вскоре залететь в Солнечную систему. Ее сторонники предрекали конец света от этого визита в начале 2000-х годов, а затем в 2012-м. Событие должно было привести к изменению орбиты Земли и гибели человечества. Пророчества не сбылись, и обсуждения Нибиру на время перешли в разряд околонаучных. Правда, некоторые ученые не отказываются от этой гипотезы. Они считают, что такая планета существует. Просто она имеет такую гигантскую орбиту, что заходит на окраину нашего мира, в облако Оорта лишь раз в 1000 лет. Если изгой подберется слишком близко к Солнцу, то в его системе может наступить хаос. Юпитер сместится со своей орбиты, что приведет к дестабилизации остальных планет. Например, Уран и Нептун с большей долей вероятности должно выбросить за пределы Солнечной системы. Меркурий, Венера и Земля через время обязательно последуют за ними. Если Земля улетит далеко от Солнца, то заледенеет и превратится в планету-снежок. На ней не сможет существовать жизнь. Еще хуже, если к нам залетит какая-нибудь блуждающая звезда или хотя бы окажется где-то поблизости. Светило-изгой смертельно опасно даже на расстоянии в 100 астрономических единиц, то есть 15 миллиардов километров. А это более чем в 3 раза дальше, чем Нептун, который находится примерно в 30 астрономических единицах от Солнца. Правда, вероятность того, что блуждающая звезда подлетит к нам на такое расстояние, составляет примерно 1%. Но все же она существует. Если изгой подберется к нам на опасное расстояние, все планеты Солнечной системы не обязательно будут уничтожены. Однако гравитация звезды сильно нарушит их орбиты. Модели показывают, что Земля может улететь в облако Оорта, а это означает смерть всего живого в нашем мире. В других симуляциях с вероятностью 5% все планеты вообще выбросит в космос. Также есть варианты, где Меркурий столкнется с Солнцем, а Уран и Нептун улетят далеко в пространство. Ну а Земля столкнется с Венерой, и куски нашей голубой планеты, полной разнообразных форм жизни, разлетятся по пространству. Страшный конец. Хорошо, что речь идет о моделях. Но и в реальности известны несколько сотен блуждающих светил, которые теоретически в будущем способны нам навредить. Особенно опасен для Солнечной системы оранжевый карлик Gliese 710 из созвездия Змеи. Сейчас звезда находится в 45 световых годах от Солнца, но она несется к нашему миру со скоростью 52 тысячи километров в час. Есть вероятность, что оранжевый карлик пройдет через облако Оорта, где расположен пояс комет и астероидов. Из-за воздействия звезды ледяные камни облака начнут хаотично двигаться и даже могут изменить свои привычные орбиты. А это значит, что Землю атакует целое полчище комет. Подобная бомбардировка может сильно навредить нашей планете, и не в первый раз. Возможно, Земля уже подвергалась массированной атаке небесных камней более 55 миллионов лет назад. Тогда климат в нашем мире навсегда изменился, а общее положение полюсов сместилось. Хотя не будем пугаться раньше времени. Последнее исследование показало, что Gliese 710 пролетит мимо нас аж через 1,4 миллиона лет. А главное, она практически не зацепит Солнечную систему. Но как насчет черных дыр? Эти монстры, как выяснили ученые, тоже вовсю шныряют по космосу, и их визит станет настоящей черной меткой для любой стабильной системы. Почему им не сидится на месте? Если планету может выгнать из системы звезда, а само светило столкновение себе подобным, то какая сила способна сдвинуть с места дыру? С ее безумной гравитацией, способностью пожирать все вокруг себя, включая звезды.
Черные дыры действительно чаще всего становятся изгоями в результате грандиозных событий. Например, столкновений двух галактик или возникновения аномалий при слиянии двух дыр. Исследователи сравнительно давно пришли к такому выводу на основании теоретических расчетов. А уже в 2022 году группа астрономов сообщила о том, что обнаружила изолированную черную дыру OGLE 2011 BLG 0462 на расстоянии 5000 световых лет от нас. Монстр имеет массу в 7,1 раза больше солнечной и движется со скоростью около 45 км в секунду. Затем было подсчитано, что на краю галактики Млечный Путь может находиться 12 блуждающих черных дыр, не так уж много. И все же, вдруг один из монстров решит нас навестить. Чем это грозит Земле? Ничего хорошего от такого визита нам ждать не стоит. С черными дырами Земле лучше не вступать в приятельские отношения. Ученые утверждают, что монстр может поймать в гравитационный капкан нашу планету при максимальном расстоянии в несколько десятков световых лет. Он сначала разорвет пленницу на куски, а затем проглотит. Даже если дыра объявится чуть дальше, нам все равно не сдобровать. Ей хватит силы устроить катастрофу в Солнечной системе. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит ее к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами. А при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой. Или выбросит их в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Впрочем, согласно моделированию, шансы появления одной из дыр-изгоев возле нашей звездной системы не больше, чем 1 на 100 миллиардов лет. Это почти в 7 раз превышает возраст Вселенной – 13,7 миллиарда лет. Так что вряд ли у нас когда-то появится подобное гостья. Сверхмассивные черные дыры, казалось бы, для нас и вовсе не представляют угрозы. Они прочно обосновались в центрах галактики, никуда не собираются переезжать. Пока ближе всех к нам находится монстр V616 Mon из созвездия Единорога. Его логово расположено на огромном расстоянии в 3000 световых лет от Земли. Он до нас не дотянется. Ученые утверждают, что черная дыра может поймать в гравитационный капкан Солнечную систему, только подобравшись на расстояние в несколько десятков световых лет. Но новое исследование американских ученых показывает, что расслабляться рано. Одна из черных дыр стреляет в нашу сторону гигантскими струями плазмы. Об этом мы упоминали в начале видео, а теперь давайте рассмотрим ситуацию подробнее. Монстр назван объектом PBC J2333.9-2343 и когда-то считался большой радиогалактикой диаметром около 4 миллионов световых лет. В ней гигантские струи плазмы должны быть направлены перпендикулярно линии зрения Земли. Внутри галактики расположена сверхмассивная черная дыра, которая выбрасывает излучение почти со скоростью света. Неожиданно она сместила свой угол на колоссальные 90 градусов и повернулась прямо на Землю. Такой резкий поворот озадачил астрофизиков. Активные ядра галактик выделяют больше энергии, чем можно объяснить действиями их звезд и газопылевых комплексов. Ученые считают, что они изо всех сил наращивают массу путем гравитационного притяжения материи из окружающего пространства. И часто, перебрав с обедом, изрыгают мощные потоки высокоэнергетических частиц или джеты. Подобные струи плазмы вырываются из центров активных ядер галактик, квазаров и радиогалактик. Они классифицируются в зависимости от того, какая часть ядра направлена на Землю. Поскольку джеты PBC J2333.9-2343 теперь смотрят прямо на Землю, галактику переквалифицировали в блазар. Так называют внегалактические объекты высокой светимости и активные галактические ядра с джетами, направленными в сторону наблюдателя. Но на этом история не закончилась. Астрономы продолжили наблюдать за странной галактикой-перевертышем почти во всем электромагнитном спектре. От радиоволн до гамма-лучей.
чтобы точнее выяснить ее природу. Исследования показали, что объект действительно обладает характеристиками, типичными для блазаров. Во время наблюдений он становится то ярче, то тусклее, а его черная дыра выбрасывает струи плазмы, характерные для блазаров. Исследователи также наблюдали два лепестка, области, где струи взаимодействовали с окружающим газом и оставили свой след. Лепестки этого блазара оказались очень старыми, их можно назвать пережитками прошлой активности объекта. А вот структуры, расположенные ближе к ядру, представляют собой более молодые и активные струи, они направлены в другую сторону. Сравнение новых и старых лепестков подтверждает, что выбросы плазмы действительно изменили направление. Астрономы пока не определили, что могло вызвать такой грандиозный сдвиг. Текущие теории позволяют предположить, что произошло столкновение галактик. От удара большей соперницы PBC J2333.9-2343 сместила ориентацию. А вот опасны ли выстрелы этой космической плазменной пушки для Земли? Исследователи уверены, что она не добьет до нас с такого огромного расстояния. Но сам факт разворота опасного орудия в нашу сторону свидетельствует о том, что подобное событие может произойти где-то ближе к Земле. И поскольку потенциальная угроза существует, астрономы во время наблюдений не намерены сбрасывать ее со счетов. Оседлые звезды, которые не собираются скитаться по небу, тоже могут угрожать Солнечной системе. Правда, не в тот огромный период времени, когда мирно светит в небе. Катастрофа наступает в конце жизни гигантских светил. Если звезда достаточно массивна, она не погаснет сравнительно тихо, как наше Солнце. Вместо этого в ядре тяжеловеса начнутся бурные реакции термоядерного синтеза. В конечном итоге его внешняя оболочка разорвет в клочья грандиозный взрыв сверхновой. Недра светила под действием гравитации во время катастрофы стремительно сожмутся. В результате образуется нейтронная звезда или черная дыра. Ученые нашли много свидетельств подобных событий, которые происходили в прошлом. Туманность Вуаль в созвездии Лебедя на расстоянии 2400 световых лет от нас является таким остатком сверхновой. Звезда взорвалась примерно 5-8 тысяч лет назад, и за это время вокруг нее образовалась гигантская туманность. Части небесной вуали считаются отдельными туманностями и даже имеют свои названия: петля, ведьмина метла, щука, треугольник Пикеринга, рыбачья сеть. Некоторые звезды сейчас готовятся пройти этот путь. Среди них сверхмассивная WR-124, которая относится к редкому классу голубых, очень ярких и горячих звезд Вольфа-Райе. По всей видимости, она уже находится на стадии сжигания углерода в своем ядре. И еще несколько тысяч объектов в Млечном Пути, подобно WR-124, вскоре могут вспыхнуть сверхновыми. Это одно из самых зрелищных событий во Вселенной. В космос выстреливает весь калейдоскоп электромагнитного спектра, видимый и ультрафиолетовый свет, радиоволны и рентгеновские лучи. Они выделяют столько энергии, сколько производят целые галактики. Это сияние можно наблюдать в обычный телескоп на расстоянии миллионов световых лет от Земли. Но сверхновая представляет собой не только яркую, а еще и невероятно разрушительную катастрофу. Она способна разнести в клочья соседние планеты или сделать их непригодными для жизни. К тому же самим взрывом все не заканчивается. Спустя долгое время после вспышки все еще может существовать опасность для планет. Это показали недавние исследования с помощью рентгеновской обсерватории Чандра. Угроза сохраняется в радиусе нескольких сотен световых лет от места катастрофы. Астрономам известно, что планеты могут пострадать от взрыва сверхновой в течение двух этапов. Сначала им грозит излучение, исходящее от звезды непосредственно после взрыва. Затем планетам могут навредить потоки космических лучей или частиц. Они мчатся на супервысоких скоростях, которые сохраняют даже через тысячи лет после катастрофы. Но недавно оказалось, что между этими разрушительными этапами есть переходной период, когда сверхновые могут повредить атмосферу ближайших планет. Вот как это происходит. Все сверхновые, больше или меньше, излучают в рентгеновском спектре.
Если событие происходит вблизи плотного облака газа, то возникает гигантская волна из рентгеновских лучей. Это смертельное цунами накрывает даже планеты, удаленные на 160 световых лет от места катастрофы. Потоки рентгеновских лучей могут серьезно изменить химический состав атмосферы планеты. В случае мира, похожего на Землю, такой процесс способен уничтожить значительную часть озонового слоя. А этот покров, как известно, защищает жизнь от опасного ультрафиолета. Ученые из университета в штате Иллинойс обнаружили данный эффект, изучая рентгеновские наблюдения за 31 сверхновой звездой. Исследователи хотели выяснить, как далеко могут распространяться последствия этих взрывов. Оказалось, что нам по этому поводу беспокоиться не стоит. Потенциальных сверхновых вблизи Земли нет. Хотя есть один относительно близкий к нам кандидат – красный гигант Бетельгейзе, который находится в конце своего жизненного пути. Но звезда расположена примерно в 650 световых годах от нас. Это все еще слишком далеко, чтобы создать реальную угрозу для Земли. А вот в далеком прошлом наша планета могла пострадать от взрыва сверхновой. Доказательством служит отсутствие в некоторых местах на Земле определенного радиоактивного типа железа. Ученые считают, что 2 сверхновые могли взорваться от 2 до 8 миллионов лет назад. Их рентгеновское излучение достигло Земли и нанесло ужасный ущерб обитателям океанов и привело к отклонению в химическом составе Земли. А что могут натворить на нашей планете отголоски еще более масштабных взрывов во Вселенной? Их устраивают в конце эволюции самые невероятные тяжеловесы среди звезд. Когда вещество превышает массу Солнца более чем в 100 раз, сильно сжимается, то выделяется гигантское количество энергии. Это заканчивается грандиозным взрывом гиперновой. Она вспыхивает в небе на порядок ярче сверхновых. Самые крутые из гиперновых ведут к образованию вращающейся черной дыры. Новорожденного монстра быстро окружает яркий аккреционный диск, а из его нутра со страшной скоростью вылетают струи непереваренной материи. Такие события очень редки. Ученые подсчитали, что в Млечном Пути гиперновая образуется в среднем 1 раз в 200 миллионов лет, но в других галактиках уже наблюдали подобные катастрофы. Примером может быть событие SN 1998BW в спиральной галактике ISO 184G82. Грандиозный взрыв произошел в созвездии Телескоп на расстоянии 140 миллионов световых лет от нас, что достаточно близко для таких масштабных событий. Звезда, которая разорвалась в этой грандиозной вспышке, была необычна по своим радиосвойствам. У нее оказалось сразу 2 ударных волны. Одна из них двигалась медленно и содержала большую часть выброса, а другая, меньшая, отвечала за радиоизлучение. Но ни одна из этих волн, к счастью, не нанесла ущерба Земле. Сейчас одним из самых ближних к нам кандидатов в гиперновые считается звезда Эта Киля из двойной системы в созвездии Киля. Основной ее компонент – яркий голубой гипергигант. Правда, в последнее время он убавил в весе. Если изначально Эта Киля обладала массой в 150-250 солнечных, то сейчас звездный ветер уже сдул с нее множество слоев массой около 30 солнечных. Как ожидается, в астрономически близком будущем, то есть в течение нескольких десятков тысячелетий, она станет гиперновой. Но согласитесь, в нашем понятии это огромный промежуток времени, который трудно назвать ближним событием в истории человечества. К тому же звезда находится на расстоянии аж в 7,5 тысяч световых лет от Земли и вряд ли нанесет нам вред, хотя гамма-всплеск, который будет сопровождать катастрофу, вещь серьезная. И мы остановимся подробнее на этой угрозе для нашего мира. Выбросы самого мощного в электромагнитном спектре гамма-излучения ученые обнаружили случайно. В 1967 году спутник ВВС США Вела наблюдал с орбиты за секретными советскими ядерными испытаниями. И вдруг, за пределами Солнечной системы, его приборы ослепила невероятно сильная вспышка света, которую позже идентифицировали как всплеск энергии гамма-излучения.
После этого астрономы стали находить в небе и другие подобные фейерверки. А с 1991 года, после начала работы специализированной обсерватории Комптон, уже регистрировали примерно 1 гамма-всплеск в день. Все они происходят в других галактиках. В Млечном Пути до сих пор обнаружены лишь 2 очень слабых выброса. Длительные гамма-всплески, вероятно, вызывают сверхновые и гиперновые, о которых мы уже говорили. Или белый карлик вдруг решил поглотить своего близкого компаньона, но, переоценив силы, не переварит жертву и его разорвет изнутри. В непродолжительных гамма-всплесках подозревают нейтронные звезды. Раскаленный газ и пыль спрессованы в них настолько плотно, что трудно вообразить. Например, на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас телескоп Чандра идентифицировал нейтронную звезду после взрыва сверхновой Кассиопея-А. Ее радиус составляет всего около 10 километров, потому что внутри небесного тела сжато огромное количество материи. Обычная звезда подобной массы имела бы радиус более 1 миллиона километров. Иногда такие светила сталкиваются друг с другом, или же нейтронную звезду разрывает черная дыра. Представляете этот ад? Когда сражаются такие плотные небесные тела, все вокруг светится и пылает. В космос врываются гигантские потоки гамма-лучей, и у них очень интересный маршрут. Недавние наблюдения показали, что сначала все лучи движутся в одном русле, а потом необъяснимым образом выбирают другой путь, как будто какая-то сила меняет их навигацию с помощью космического GPS. Впрочем, вероятен и другой вариант. Может оказаться, что гамма-всплески фокусируют свою энергию, как фонарики в узком луче, а не рассеивают в широком диапазоне. Если гипотеза верна, многие из этих потоков излучения просто не попадают в поле зрения земных аппаратов, а их на самом деле очень много. По некоторым оценкам происходит примерно 500 гамма-всплесков в день. Ожидается, что гравитационно-волновая обсерватория LIGO поможет фиксировать гораздо больше гамма-вспышек. Начиная с 2020 года LIGO не работала, поскольку проходила модернизацию. Переоснащение закончилось в 2023 году и позволило повысить чувствительность детекторов LIGO. Но мы скрестим пальцы, чтобы гамма-всплески не нашли возле Млечного Пути, а тем более внутри нашей галактики. По мнению ученых, это очень опасно для Земли. Стоит только вспомнить гамма-всплеск, который предположительно произошел возле нашей галактики или внутри нее около 450 миллионов лет назад. По одной из гипотез, это невероятно далекое событие вызвало на Земле ледниковый период. Насквозь промерзшая планета не могла поддерживать все многообразие существующих в то время водных форм жизни. Все завершилось одним из самых крупных вымираний в истории планеты. Новая вспышка недалеко от Солнечной системы прежде всего может уничтожить озоновый слой Земли. Тогда все живое на планете моментально погибнет от смертельного ультрафиолетового излучения. Впрочем, пока ученые оценивают вероятность этого сценария как близкую к нулю, но все же не нулевую. Мы убедились, космических угроз для Земли существует очень много, и они сулят нашему миру ужасную гибель. Тем не менее, кроме астероидов и солнечных ударов, все они не в топе новостей об опасных событиях на Земле. Уж слишком далекая и неопределенная страшилка. Их хватает и на своей планете. Ураганы типа Хелен, который недавно бушевал в США, Великий потоп в Испании привели к гибели множества людей и еще больше оставили без крова, разрушив дома. А что уж говорить о глобальной атомной войне, которые в последнее время людей пугают практически ежедневно. Все же многочисленные космические вызовы никто не собирается сбрасывать со счетов, и ученые наряду с изучением загадок Вселенной ищут возможные пути противодействия ее опасностям. Тогда мы сможем путешествовать по космосу свободно, не боясь утонуть еще на взлете в потоке гамма или рентгеновских лучей. А когда находимся на родной планете, смотреть в небо без опаски, увидеть летящий на голову астероид. Только не стоит забывать, что лишь мы способны защитить наш прекрасный, уникальный и одновременно такой хрупкий мир.